Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я магистр психологии, гештальт-терапевт и специализируюсь я в основном на теме отношений. Это если сказать простым языком. Если сказать сложным, то после 4 лет обучения как гештальт-терапевт я еще закончила много специализаций. В среднем это годовые специализации, которые я проходила либо параллельно, либо чередовала, в общем, проходила. Это работа с темой эмоциональной зависимости в основном, то есть любая тема зависимостей. Это работа с темой группы, то есть групповая работа, ведение групп. Тема денег, то есть через призму психологии, как работать с клиентами в теме денег, целей, карьерных достижений и так далее. Потом специализация сексология и сложности в паре. И еще одна у меня специализация какая-то была. И еще одна специализация – это по работе с тяжелыми клиентами, а именно работа с пограничными и нарциссичными клиентами. То есть это такая достаточно непростая тематика, когда к тебе приходит клиент, его то колбасит из разного эмоционального состояния, то ты хороший, то ты плохой, то потом я тебя обесценю. То есть абьюзеры, здравствуйте, абьюзеры, у меня такая, как называется, как мы с коллегами обсуждаем, такая специализация по работе с абьюзерами. Так что она у меня тоже есть. Но если сказать простым языком, то специализируюсь я на отношениях. Сегодняшняя моя тема, она такая достаточно интересная. Как-то я сегодня проснулась и такая думаю, что бы я хотела снять, чтобы мне прям интересно было самой про это рассказывать. И как-то так сидела на завтраке, думаю, как-то вот эта тема идет. И я подумала, знаете, про что? Про красные флаги. У меня даже статус в моем телеграм-канале был такой красный флажок, и мне кто-то говорит: а что у тебя статус красный флаг? Как-то сразу какие-то мысли такие не очень положительные. И я такая сегодня думаю, красный флажок, красный флажок. Так что сегодняшняя тема будет про красные флаги на первом свидании. Сегодня мы поговорим на тему, как понять, что на первом свидании этот мужчина точно не сможет с вами удержаться в длительных отношениях. Как понять, что этот мужчина абьюзер. Здесь можно заменить слово мужчина и также и женщиной. То есть это не относится к каким-то гендерным различиям. Так как я девушка, мне проще говорить все-таки от девушки, от лица женского пола. То есть как понять, что мужчина или партнер, с которым вы встречаетесь, идете на первое свидание, будет доставлять вам дискомфорт, что с ним нельзя построить здоровые, комфортные, гармоничные, теплые отношения. Как это все понять? Просто от первого касания, просто от какого-то такого, знаете, уже первой встречи понять, что нет, это не мое, это мне не подходит. Сегодня как раз-таки такое видео будет про это. Оно будет у меня такое на лайте, может быть где-то даже с жизненными примерами, какими-то историями, чтобы вы понимали, про что я говорю. Первый красный флажок – это когда вы встречаетесь с вашим избранником или избранницей, с кем вы там собираетесь пойти на первую встречу. Когда вы видите, что человек неуважительно относится к другим людям. То есть, допустим, вы зашли в кафе, и он такой: да, ты иди сюда, я тебя зову. То есть начинает общаться с персоналом уничижительно, либо как-то пренебрежительно, либо вы идете по улице, и он может там ударить кого-то. Какая-то бабушка споткнулась, а он там, как-то сделал, я не знаю, подножку, допустим, ей сделал. То есть, наоборот, взял и пнул какие-то вещи, которые у нее упали. То есть, такое отношение к другим людям с пренебрежением и с уничижением, с таким привкусом злости, знаете, такой пассивной злости. Понятно, что все мы, люди, на первом свидании, на первой встрече будем пытаться казаться какими-то идеальными, какими-то там... Кто-то, не знаю, я про себя могу сказать, я стараюсь, наоборот, на первом свидании одеться очень просто, обычно, как я хожу каждый день. Но кто-то, то есть у каждого это будут свои какие-то фишки. Кто-то приходит на первом свидании, раздевается так, что там 12-сантиметровый каблучара, такой, то есть серьезно, девушка одела огромный высокий каблук, платье мини, чтобы прям все подчеркивало, грудь, чтобы была видна. У каждого, в общем, свои фишки есть. Мужчина же может приходить и рассказать: да я такой, тут вообще зарабатываю, я живу в центре на Патриках. То есть у каждого есть какие-то свои фишки, но это вообще в норме приходить на первую встречу, на ту же группу, когда вы знакомитесь, рассказывать что-то, в общем-то, где-то приукрашенное. Это норма. Да, у каждого могут быть какие-то крайности и переходы в какую-то сильную форму, как я и сказала. Это высокий каблук, какое-то платье, или мужчина такой: я тут все сделал, вообще-то все тут благодаря мне.
Вот, но вообще это в норме приходить и так, чуть-чуть показываться идеальным. Вот, поэтому сегодняшние такие мои пункты, они будут про некоторую крайность, и когда, в общем-то, эти звоночки уже так звенят прямо на первой встрече. Вот. Первое, как я и сказала, это такое некоторое уничижительное общение, отношение к другим людям. То есть человек даже может показывать, что ой, ты такая классная, ты такая красивая, ты такой красавчик, если это мужчина, ты прям вообще сексуальный, такой привлекательный, прям вот смотри, какая у тебя рука. Вот. Но в то же время, когда человек общается с другими людьми, он прекращает, знаете, останавливает вот этот контроль и может показаться, в общем-то, вот это вот неутяжительное такое неприятное отношение вообще к людям, такая пассивная агрессия. Вот, так что этот первый пункт — это неуважительное отношение к другим людям. То есть приходить на первое свидание, как я уже сказала, так другими словами скажу, приходить на первое свидание и приносить некоторую идеальную маску — это норма. Другой момент, что есть крайности, и мы сегодня говорим про них. Второй такой красный флаг — это когда на первой встрече вы замечаете такую, знаете, спешку. Я думаю, это вторым пунктом все-таки обозначить, потому что, тут у меня прям пунктов много. Я понимаю, что я, скорее всего, в этом видео все прям не успею, ну ладно. То есть вот когда вы понимаете, что человек спешит на первом свидании, это может проявляться как? Допустим, вы с ним общаетесь, и он прям сразу в переписке зовет вас на встречу. Это может быть, как пример сейчас так привожу, это может быть так, что вы с ним только познакомились, а он уже пытается касаться ваших рук, пытается как-то вот коснуться вашей телесности, как-то дотронуться вас. То есть вот эти вот границы вашей телесности, вашего пространства, он пытается как-то в общем, уже в них влезть. Хотя это первая встреча, так как мы сегодня говорим про видео именно про первую встречу, вот, так это вот, я вот именно говорю про первую встречу. То есть красный флаг является, когда он нарушает какие-то ваши границы, когда он еще не знает вас, вы еще не знаете его, а он уже такой, ой, какая у тебя рука, дай потрогаю. А какое плечо, а какая грудь, о, какая попа, давай тоже потрогаю. Ну вот. Как еще может выражаться спешка? Допустим, мужчина, понятно, может быть, для кого-то это непонятно, но буду, в общем, и про это тоже говорить. Спешка является что? Когда вы еще человека не знаете, он говорит, приезжай ко мне, давай я к тебе заеду, давай я заеду к тебе на чай, ой, давай я тебе помогу с роутером. То есть вы его еще не видели. И это ваша, первая встреча, и спешка может проявляться так. То есть это телесные касания, это какие-то быстрые приближения, позвать к себе. Это может быть такое рассуждение, допустим, про будущее. То есть на первую встречу вы приходите, а другой человек начинает рассказывать про то, что а какие вообще у тебя планы, чего ты вообще там хочешь, про отношения у вас может такая зайти тема. И такая фраза может проскользнуть: да, у нас это будет, да, я женюсь на тебе, да будут у нас дети. Как мы назовем? Наверное, давай назовем его Николая, вот нашего сына, а дочку там Зульфия. Да, давай. То есть такая спешка в прогнозировании будущего, спешка то есть человек создает некоторую такую фантазийную картинку, как у вас будет. То есть человек рассуждает в каком-то ускоренном формате, как будто бы вы уже друг друга знаете, там, я не знаю, месяца 3, полгода, и тут вы такие думаете, вот, а какое же у нас будущее, а что же мы будем вместе делать? Давай-ка мы, наверное, поедем в Таиланд вместе, вот, да, вот там проведем, там такое классное место, такой классный такой ресторан, представим, мы туда вместе заходим. То есть человек вас на первой встрече включает в какой-то фантазийный мир, как будет с ним идеально и что у вас там будет. То есть это является таким красным флагом. Это всего лишь второй красный флаг. Он про спешку в рассуждениях, про спешку в приближении, про спешку в каких-либо действиях. Либо еще как может выражаться эта спешка. Допустим, вы приходите на первую встречу, и вас мужчина заваливает вопросами. Это может быть даже, вот я то, что сейчас перечисляю, вот эти пункты, это может быть даже еще до того, как вы с ним встретились. То есть еще даже встречи нет, а эта скорость уже может быть. Как это вообще выражается? Допустим, вы еще человека не видели, не знали,
Или вот здравствуйте, тут первая встреча, а вам такой вопрос задают. А расскажи, из-за чего вы ругались с своим там бывшим партнером? Вот что там вообще у вас было? А что было в сексе? Или а из-за чего вы вообще завершили отношения? Расскажи. То есть человек начинает задавать такие достаточно сокровенные, достаточно близкие, где-то даже интимные моменты. Про такое, что он, да, он интересуется вами, но он интересуется каким-то, знаете, таким сокровенным, каким-то личным. В общем, какой-то личной информацией, которая странно звучит на первой встрече. А если это происходит то в формате переписки, где вы еще этого человека не видели, а тут здравствуйте, вам задают вопрос, скажи, а что у вас там, какие у вас сложности там были? Либо сам начинает рассказывать, да знаешь что, вот у меня такие сложности были с моей там бывшей, и там списочек такой пошел. Вот она меня плохо, в общем-то, там кормила, убирала плохо. Это тоже некоторый такой способ быстро вас включить в свою жизнь, быстро предлагает человек, впускает, в общем-то, в вашу жизнь вас, что тоже говорит о том, что он вас пока не знает, и, в общем-то, это такое отношение, что идентификации еще вас как личности никакой нет, а к вам уже относятся с распростертыми объятиями, с таким, знаете, двор нараспашку, душа нараспашку, как там, какие еще там метафоры такие есть. То есть, скорее всего, человек ведет себя так же, как и со всеми. То есть, так как он не знает вас, или это может быть она, так как человек еще не знает вас, он спешит, либо она снова спешит. Это говорит о том, что такое отношение ко всем людям, это не какое-то уникальное отношение к вам, это не то, что вас заметили, вы такая уникальная, удивительная, шикарная, красивая, он прям влюбился в вас и что-то в вас увидел. Нет, это говорит про такое, что у человека, возможно, нет каких-то своих границ, он не чувствует свои границы, он не чувствует границ другого человека, и поэтому может рассказывать какие-то личные факты о себе, не ориентируясь на то, что вообще, а с кем он говорит, а какая это встреча, а кто этот человек рядом, а как я себя вообще рядом чувствую. Вот. И также он может задавать вопросы вам, слишком быстрые, слишком близкие, слишком какие-то сокровенные и интимные и личные. Я не буду в этом видео рассказывать, про что это может говорить каждый из таких моментов спешки, там тоже это, я думаю, несколько видео снимать прямо на эту тему. Я буду продвигаться дальше. Третий красный флаг – это когда вы на первом свидании знакомитесь и узнаете такую интересную информацию, прям вот, либо это до встречи, либо это во время первой встречи, про то, что он там неделю назад расстался со своей девушкой, и вот пришел к вам с такими мыслями, с такими разговорами о том, что я ищу серьезные отношения, но мои отношения закончились неделю назад, или месяц назад, или даже 2 месяца назад, да даже 3 месяца назад. Это небольшой срок. Понятно, что может быть там, если это 3 месяца назад и там отношения были неделю, то это еще ок. Но если это отношения были длительные и партнер, который приходит к вам на первое свидание, и он рассказывает про то, что да, я тут расстался, вот завершил отношения 2 месяца, 3 месяца назад, и вообще все нормально. Не забывайте, что первая встреча – это маска. Даже пол некоторых первых встреч – это маска. Это такой, в общем-то, идеальный образ, который каждый человек несет на первую встречу. Вот такой вот рассказ, где человек может рассказать, да я уже все забыл, я уже не помню, как ее зовут, как его зовут. Это все лапша на уши, все равно эмоционально человек не способен, наша психика не способна быстро переключаться, выключаться, даже если вы находитесь в терапии. Да, терапия очень ускоряет процесс горевания, процесс отпускания прошлых обид, это реально так и есть. Но все равно терапия не избавляет вас от ваших эмоций и переживаний. Она создает пространство, где эти эмоции просто проживаются быстрее. А вот эти вот рассказы «я недавно расстался», «я недавно рассталась, и сейчас ищу прям очень серьезные отношения», вообще прям очень серьезные отношения, это что за этим следует, так немножко скажу, потому что это уже отдельное видео можно снимать. Это про такое, там много гипотез, что за этим может стоять. Первая, самая простая, самая быстрая, элементарная гипотеза, это про то, что мне так хреново забыть мою вообще бывшую, она такая классная, такая офигенная, мне с ней было так классно, а сейчас мне так хреново, но я буду делать все возможное, чтобы это не признать, чтобы это не сказать,
чтобы этого вообще было не видно, и поэтому я сейчас постоянно сижу на сайте знакомств и всех вот прям зову на первую встречу и говорю, что я очень серьезно хочу отношений, прям очень, вот прям вот совсем, и сразу приезжай ко мне, и сразу вот детей, и прям вот я тебя люблю, и ты самая шикарная. Вот, ну, да, я тут закончила отношения недавно, но я же хочу серьезных отношений. То есть человек не забыл еще свою бывшую, либо прошлые отношения, и пытается из чувств, там много чувств, скорее всего, и злости, и ярость. Сейчас я ей докажу, что я нашел классную девчонку, вот через такое вот, из чувства злости, если. Или горести, что, блин, мне так больно, мне так она сделала неприятно, такой был дискомфорт, такой, блин, прям кинжал в сердце, поэтому я не хочу это проживать, да пойду быстренько найду себе новую пассию. Четвертый, получается, наш флажок, правильно? Четвертый, да, четвертый флажок, это когда вы приходите на первое свидание и вам рассказывают и говорят про то, что да, отношения я закончил вот не так давно, ничего страшного. Пятый красный флаг, это когда вы приходите на первое свидание, я его отдельным флагом поставила, ну все же. Когда вы приходите на первое свидание, или еще даже первого свидания нет, а вас уже зовут куда-то поехать. Поехали вот сейчас вот в Сочи, а поехали в Таиланд, а поехали к моим родителям познакомимся. То есть это тот же красный флаг про спешку, но я его выделила тоже отдельным моментом, когда другой человек вас эмоционально начинает раскачивать. Ведь это классная, офигенная, пикаперская такая раскачка на эмоции, где вы отказываетесь от какого-то своего плана, там, допустим, на день, на неделю, на месяц, и такие, вот, он такой заботливый, он такое мне классное предложение предлагает, он, наверное, так влюблен. Вот, то есть человек вам предлагает куда-то с ним отправиться, когда это первая встреча, или этой первой встречи еще не было, но уже вот тут здравствуйте, знакомство. Шестой красный флаг, это когда вы приходите на первое свидание, и вы понимаете, что как-то так свидание проходит, что вам никаких вопросов не задают. То есть человек рассказывает про себя, да я вот там-то работаю, да я вот это могу, да я добился вот этого, или какую-то историю на работе, а знаешь что, у меня там такая сотрудница, мы там с ней такие отношения, я такой проект сделал, бла-бла-бла и так далее. Но вы на протяжении встречи понимаете, что человек никаких лично вам вопросов не задает. Там, допустим, а что тебе нравится, а что тебе не нравится, как тебе вообще заведение, в которое мы пришли, а куда ты хочешь, а расскажи что-то о себе. То есть человек вообще личных вопросов вам не задает, а рассказывает про себя, рассказывает про то, как у него прошел день, и вы такие думаете, блин, ну, наверное, он сейчас рассказал, наверное, и мне что-то нужно сказать. И вы можете что-то начать про себя рассказывать, но по факту, если так смотреть, а это, кстати, реально можно заметить, там, выйдя в туалет, то есть выйдя из вот этого пространства, где вы находитесь с этим человеком, очень, если вам сложно заметить это в процессе, самый простой способ — это выйти в туалет или отойти позвонить, и тогда становится понятно, а что происходит, задает ли человек другой вам вопрос про вас, есть ли интерес. Снова, почему это происходит с его стороны или с ее стороны, там может быть много гипотез, но сегодняшняя тема не про это. Это у нас был уже шестой красный флаг. Седьмой красный флаг, но это вообще прям такой флажище, красный флажище для созависимых людей, для людей, склонных к эмоциональной зависимости. Вы приходите на первое свидание, вам рассказывают про то, что, знаешь, у меня такая жизнь тяжелая, я тяну ипотеку, я тяну такие расходы на моих родителей, я тяну, там, я не знаю, болен какой-то хренью, и мне так тяжело, я, наверное, прям вот сейчас вот ноги откину, вот прям, ну, я сейчас беру, утрирую, и где-то, знаете, так уничижительно, может быть, даже рассказываю где-то, вот, но я пытаюсь так передать вкус этого ощущения, чтобы это было более наглядно. То есть человек рассказывает про то, что есть что-то в его жизни, что вызывает и доставляет ему огромный дискомфорт, огромные страдания, как он это все проживает, как ему непросто. И девушка, если, ну, это девушка или парень, это может быть вообще любой человек, я буду про девушку рассказать. Если девушка такая склонна включаться в созависимую историю, она может начать испытывать такие чувства, как, ой, блин, мне так его жалко, как же так он это выдерживает, как же так он с этой хочется сказать, вообще справляется. Какой он бедный, наверное, я ему как-то помогу. А помогу так, что я буду что-то делать, и даже его не буду спрашивать о том, что надо ли ему это, и буду помогать. Наверное, я буду больше у него там спрашивать, а как ты, буду ему чай приносить, буду, не знаю, там, поглаживать его, может быть, денег даже ему дам, может быть, его отвезу, привезу. Ну, даже его спрашивать не буду, а
сама буду прям включаться так и помогать. Я же испытываю жалость. Вот, то есть и тут образуется такая связка. Связка нездоровых отношений. 7-й красный флажок – это когда вы приходите на свиданку, и вам человек рассказывает, какая у него тяжелая жизнь, как много страданий у него сейчас в жизни. Самый такой, я думаю, красный сигнал – это когда еще человек рассказывает, как ему плохо, но он еще ничего с этим не делает. Что, кстати, очень часто бывает, когда человека, то есть, знаете, ведь когда у человека есть какой-то дискомфорт, он берет и что-то с этим делает, в здоровом формате. А если же он ничего с этим не делает, не знаю, человеку постоянно одни и те же сложности в отношениях, и он приходит на свидание и рассказывает, как там подставляли его одни девушки, вторые, третьи, пятые, десятые. И это такой сценарий жертвы, где человек, по сути, мог ведь пойти на психотерапию, пойти на терапевтическую группу и изменить свое поведение. Но он это делать не хочет. А что он делает? Он приходит на первое свидание, жалуется тут новой избраннице, как ему плохо, как вообще, какие все ужасные люди. Девушка это эмоционально включается, и начинается повторный сценарий и с ней. Такая позиция жертвы, где человек ничего с этим не делает. Самый яркий флаг, как я сказала, когда это происходит, когда вы даже в диалоге понимаете, что он ничего с этим не делает, просто жалуется и говорит, а что я, может быть, кстати, еще такая фраза, а что я могу с этим сделать? Понимаешь же, прям совсем тяжело, да, совсем тяжело, никто не поможет. 8-й красный флаг, когда вы приходите на первую встречу, замечаете такие вскользь слова, девушка должна, может быть, вообще все что угодно, сидеть дома, готовить борщи, девушка должна убирать, девушка должна заниматься внутренним миром, девушка должна заниматься отношением, не мужчина, а девушка. Вот. То есть какие-то такие фразы, они, возможно, вообще просто вскользь, где-то, знаете, такие вставки, где он там сказал или она сказала, что это же девушка должна, это же вообще обязанность мужчины, это, если это парень, который пришел на свидание. Почему это является красным флагом? Для тех, кто не понимает, в чем соль. Здесь выходит так, что человек уже приходит в отношения на первое свидание с некоторой картинкой, как у него должны строиться отношения. И вот он, то есть уже у него все нарисовано, уже все есть. И появляется вопрос, а вы в эту картинку входите или нет? То есть он не интересуется вами, и он не собирается как-то подстраиваться, эту картинку менять, а у него она уже есть. И вы либо будете включены в эту картинку и будете удобно, и будете подстраиваться под эту картинку, которая и так уже до вас была нарисована, либо нет. То есть у вас вариантов никаких нет. Так как человек не интересуется, а как ты считаешь, что такое отношение для тебя, а кто кому что должен, там таких вопросов нет. То есть вот этом красном флаге, почему он красным является? Потому что человека уже без диалога с вами уже есть сценарий, что вы вообще ему должны. И обычно такие моменты, здесь, я так чуть психологичным языком скажу, это такая тема интроектов. Обычно такие интроекты продолжен, обязан, всегда, никогда, то есть вот такие вот связки, они часто людьми в разговоре указываются и говорятся, так знаете, вскользь и незаметно. Редко, когда, тем более, если мы говорим про первое свидание, редко прям вот вы так придете и вам сразу вот этот список предоставят. То есть это некоторые такие вбросы, которые можно заметить до первой встречи или на этом же первом свидании таким маленьким камушком. 9-й красный флаг. 9-й красный флаг, он про то, что вы приходите на первое свидание, и вам мужчина рассказывает про то, что да я вообще постоянно в командировках. Я капитан дальнего плавания. Как-то вот наездами или вообще живу в другом городе. Но это не проблема. Вообще ты не переживай насчет этого. Мы же не забываем, что первая встреча — это маска. То есть человек на первой встрече уже на берегу говорит про то, что я с тобой стабильным не буду. Стабильные отношения со мной — это не ко мне. То есть рассчитывать на то, что эти отношения будут, такие, знаете, с равным вкладом вашим и его, тоже мы здесь не можем говорить об этом. Если вы приходите на такое свидание и вам объясняют про то, что я живу в Калининграде, но я приезжаю, допустим, в Москву там каждые выходные, там может быть за этим вообще стоять все что угодно. Это мужчина женат, и он просто здесь приезжает и на выходные ищет себе любовницу. То есть вариантов там может быть очень-очень много.
Либо вообще человек не склонен, не способен создавать длительные отношения, и он специально, бессознательно даже, возможно, нашел себе такую работу, где он постоянно работает какими-то командировками, какими-то наездами, куда-то, в общем, постоянно его несет, он приезжает, уезжает. То есть это даже может быть бессознательный, неосознанный его процесс. У человека просто нет способности находиться в длительных отношениях, вообще быть в жизни в такой, знаете, некоторой стабильности. То есть мы здесь можем даже, если, ну, я так снова здесь про некоторые гипотезы, это может быть даже указывать про некоторый пограничный уровень организации личности, где человек, возможно, я сейчас так придумываю вариант, где человек постоянно любит путешествовать, постоянно испытывает чувство одиночества, скуки, если он живет в одном городе, там, допустим, месяц, 3 месяца. То есть он понимает, что вот как-то вот совсем мне здесь не подходит, даже не месяц, я бы сказала, там, раз в 2 недели. На протяжении, я думаю, там 2 месяца проходит, и человеку нужно куда-то сорваться и уехать. То есть сложность выдерживать какие-то свои эмоциональные переживания, которые, возможно, его догоняют. Возможно, там, ну, там может быть все что угодно. Потому что, когда человек остается в стабильности, он может сталкиваться, ну, обычно так происходит, наша психика начинает что-то вспоминать, какие-то эмоции появляются, какие-то отношения становятся более близкие. Если это становится, так, знаете, сложно выдерживать, то психика начинает искать поводы, давай-ка я уеду. И бессознательно такой человек может даже специально выбирать такую работу, где есть регулярные командировки, где необходимость есть куда-то уезжать, приезжать, либо постоянно путешествуют и, в общем, постоянно ищет какие-то приключения на свой зад, как я говорю. 10-й красный флаг. Это когда вы приходите на первое свидание, и вам мужчина рассказывает, либо эта девушка, про то, что я много работаю, прям вообще времени нет, но ты не переживай. Конечно, все, да, у нас все будет и семья, и дети, и дом. Да, я много работаю, редко отвечаю, ну, будем мы с тобой видеться раз в неделю. Да, я вот такой, к сожалению, прям такая сложная работа, это еще один из пунктов. Я прям, знаете, такой пример привожу, где можно прям каждую фразу в разные пункты добавлять. Вот. Когда вы знакомитесь с молодым человеком, либо с девушкой, и понимаете, что если мы смотрим на колесо баланса этого человека, то колесо баланса очень искривленное, и графа работа занимает просто 100%, а остальные графы, так как вы приходите на встречу знакомства и хотите создать какие-то близкие отношения, ищете себе партнера, ищете себе отношения, то это яркий такой маркер про то, что да вряд ли вообще он возможно, я не знаю, возможно, это комфортное его, ну, времяпрепровождение, это комфортный для него приоритет в жизни. То есть человек сразу на берегу выбрал, что для него работа важна, а вот сфера отношений, личной жизни, равновесного вклада в отношения, как-то эмоционально включаться в отношения с вами, это вот не про его приоритет. Здесь можно, конечно, начинать задавать вопросы, а как ты смотришь на то, а что вообще ты хотел бы, а есть ли у тебя в планах вообще там отношения, что ты вообще хочешь от отношений, а всегда ли у тебя будет в приоритете работа, и ты будешь все время забивать на личную жизнь, на встречи с там девушками, вот как это вообще у тебя, какие у тебя планы. То есть ярким красным флагом таким стоит, когда мужчина вас на берегу, в общем-то, предупреждает и говорит: вот, у меня приоритет, моя работа, и ты вообще никак не должна это останавливать, это как-то менять. Это вот моя жизнь, и все. Вот стоит у меня в моем графике работа на первом месте, и дальше никаких диалогов с тобой я вести не буду. Стоит в моем колесе баланса, что работа на первом месте, и все. В норме же, возможно, допустим, вы встречаетесь, знакомитесь на первой встрече, даже если человек очень много работает и там включен в работу, вы вопросами здесь можете это уточнить. В норме же это когда он говорит: да, или она: да, я много времени трачу на работу, но в то же время я готов это менять, я готова это как-то двигать, я готов находить время для встреч с тобой, я готова как-то включаться, строить отношения. Да, это будет постепенно, но я понимаю, что для меня не только вообще в жизни приоритет стоит моя работа, но и отношения. И это тоже для меня важный пласт, который, да, может быть, сейчас он отсутствует в моей жизни, потому что у меня этого человека
человека нет, но если такой человек постепенно будет в моей жизни появляться, я буду туда включаться, так как это тоже является моим приоритетом. Это я так говорю пример, если мы говорим про некоторую норму. Хочется так снова сказать, если я не говорила, кому я это говорила, про то, что этих красных флагов просто очень-очень много. И я уверена, что я здесь привела только те, и буду приводить сейчас только те примеры, которые показывают, что, которые я сейчас вспомнила, а так их очень-очень много. Вот. 11-й красный флаг. Это когда человек приходит на первую встречу, либо вообще это до первого свидания происходит, и он вообще не интересуется, а что хотите вы. Допустим, вы пришли на встречу, и вам говорят: мы идем туда, мы пойдем сюда, ты себе закажешь вот это, давай встретимся, там, я не знаю, на проспекте Мира. То есть контекст взаимоотношений и коннекта выстраивается так, что есть его точка зрения, и вашей точки зрения вообще нет. То есть человек не интересуется, а что хочешь ты, а как хочешь ты, а как тебе нравится, а комфортно ли тебе вообще, чтобы мы встретились на этом проспекте Мира или нет, а как ты будешь добираться, а комфортно ли тебе добираться. То есть я сейчас говорю про такую, знаете, авторитарность. И я знаю, да, есть такие мужчины, которые и, так как они не хотят психологически вообще как-то меняться, они этот красный флаг так в начале отношений, в общем-то, и показывают. Для тех, кто готов на такие отношения с авторитарным партнером, допустим, как я говорила, мне проще говорить от девушек, с таким мужчиной, который хочет отношения в авторитарном формате, на самых первых этапах это можно прям заметить очень просто. То есть ультимативная форма про то, что добирайся, мы встретимся там, мы пойдем туда, мы встретимся сегодня, мы встретимся завтра. То есть есть его мнение, допустим, там на политику такое-то, и он может даже, я думаю, на первом свидании вряд ли он это прямо успеет, потому что там плюс маска еще должна быть. То есть это еще в других встречах может быть такое, что он начнет обесценивать ваше мнение, говорит: да что ты вообще тут, какое мнение, что ты тут рассказываешь, я прав. Такой посыл, что его мысли, его точка зрения, его желание является приоритетным. В этом видео все мои пункты, они про, знаете, такую логическую некоторую структуру, на что можно опираться, если вы пойдете на первое свидание, и, такой, знаете, шаблоном, опорой для первых встреч, чтобы вы могли заметить эти красные флаги. Но человек, который имеет опыт здоровых отношений, теплого присутствия с другим человеком, это редко бывает в родительской семье, это бывает после работы с психологом, либо в терапевтической группе, все мои пункты, все мои сегодняшние красные флаги, они основаны на такой логической штуке, на некоторой такой структуре, логике и так далее. Но если у вас есть опыт здоровых отношений, то даже этой логической какой-то конструкции может у вас и не быть. И этого может быть достаточно, потому что у вас есть опыт теплоты, искренности, вы это выдерживаете, вам в этом комфортно, вам это приятно, вам комфортно задавать неудобные вопросы, вам комфортно злиться, вам комфортно прояснять, вам комфортно быть собой в отношениях. Когда это есть, эта структура даже может не нужна вам. Вы просто будете опираться на свои ощущения, на свое тело и будете понимать: с вот этим мне партнером телесно, классно, хорошо, приятно, а с вот этим нет. Сейчас один так из флагов возьму. Допустим, вы познакомились с мужчиной и пошли на первое свидание с вот этим авторитарным мужчиной, который никак не интересуется, а хотите ли вы пойти в это кафе, либо в другое. По телесному ощущению вы это будете считывать. Вам не нужно понимать, что здесь происходит, как. Просто по телу его фразы и его предложения, его контексты у вас будут телесно вызывать напряжение. И человек, который способен быть собой и делать фокус на свое тело, такая девушка скажет: знаешь, давай я пойду. Как-то мне дискомфортно, как-то мне здесь нехорошо с тобой, на этом наше свидание заканчивается. А если у вас такого опыта не было, если вам сложно быть собой с другим, если вам сложно опираться на себя, сложно спорить, сложно прояснять, сложно задавать неудобные вопросы, то приходите на мою терапевтическую группу, она у меня уже стартовала, она идет у меня по субботам в Москве, к нам можно присоединиться, в группе есть и мужчины, и девушки. Атмосфера такая достаточно теплая, искренняя. И моя группа, она чисто про практику, она чем-то даже похожа, знаете, мне так задают вопрос иногда, на что это похоже. Она похожа на такой некоторый сериал, она похожа чем-то на «Дом 2», но в таком безопасном, экологичном
теплом формате, где есть ясность, где есть проясненность, где не так, что кто-то что-то вбросил, гамма какое-то, и все сидят такие, что происходит? То есть там есть прояснение, там есть понимание, там есть теплота, там, да, есть и злость, но в то же время за этим чувством злости я как психолог всегда проясняю, а что там стоит, а какие там чувства, спрашиваю, а как тебе это слышать, а как это другому человеку слышать, вот, и поэтому это пространство становится таким энергетически очень таким, знаете, теплым, поддерживающим, искренним, где можно рисковать, быть собой, кайфовать, расслабиться, в общем, такое редкое ощущение, где можно вообще порой встретить в своей жизни. На этом я хотела бы закончить это видео. Если вам понравилось это видео, поставьте колокольчик, напишите комментарии, может быть, вы вспомните какие-то свои первые свидания, где вы прям, знаете, так включены были в какую-то некомфортную, деструктивную историю, и расскажите, вот какой пункт вы видите, который я, может быть, забыла сегодня сказать. И еще я пишу, кстати, в моем телеграм-канале про тему отношений. Канал так, кстати, мой называется, про отношения с психологом. И, кстати, там даже сегодня мы обсуждаем такие достаточно интересные темы. Возможно ли влюбиться в двоих мужчин сразу? У нас сейчас там такое идет обсуждение, а бывает ли такое, а возможно ли это? Мы берем такие достаточно странные, спорные ситуации и обсуждаем их, и пытаемся, в общем-то, как-то вот рассказать свое мнение, что мне, кстати, как психологу очень интересно так почитать, у кого какое мнение, кто как думает, у кого какой опыт вообще был. Спасибо, что посмотрели это видео, не забудьте подписаться на мой канал, и до скорой встречи. С вами была Виктория Косик. Всем пока. Так, у меня какой-то голос Ренаты Литвиновой. Ну и первый момент. Это, наверное, этого достаточно. Я думаю, тут понятно. Часто это бывает после работы с психологом, либо в терапевтической.